2 недели назад Джилл Хикс из Чаттануги, штат Теннесси, ехала в пригороде на своей машине, спеша на встречу с друзьями. Вдруг она увидела какое-то маленькое животное, выскочившее на дорогу откуда-то сбоку, и тут же резко затормозила, боясь его задавить. С первого взгляда я решила, что это кролик, потому что он был очень пушистым. Но подойдя ближе, я увидела, что это котенок. Котенок едва не побежал дальше, туда, где по другой полосе продолжали ехать автомобили, но Фикс удалось схватить его руками. Я думала, что котенка выбросили из автомобиля. Я не видела рядом его маму, и там не было других котят. Из-за котенка Хикс решила не ехать к друзьям, а вернуться к себе домой. Когда она положила котенка на сиденье в машину, он тут же полез по ней, как по дереву, и уселся на ее плече рядом с шеей. Котенок оказался очень активным, и Хикс несколько раз снимала его с себя, иначе он не позволил бы ей вести машину. В конце концов она замотала его в свой свитер, и он успокоился в тепле. Хикс при этом гладила его, и он принимал ее ласку, как обычный котенок. Девушка очень любит животных, и дома у нее живет кошка и собака. Однако именно поэтому приводить котенка сразу в дом она не решилась и поселила его в своем гараже. Она поставила там лоток для него, коробку с мягкой подстилкой и миски с едой и водой. Вскоре после этого Хикс отправила фотографии котенка на свою страничку в Facebook с просьбой найти для него хозяина. Потом она уехала все-таки к друзьям, а когда вечером вернулась, то у нее в планах было искупать котенка в ванной и взять его к себе в постель на ночь. Но все обернулось совсем по-другому, оставив женщину в большом шоке. Ко мне тут же прибежал сосед по улице и спросил: «Джилл, тот котенок, он все еще у тебя?» Я говорю: «Да». «А он, могу я увидеть его? Я уверен, что это на самом деле рысь. Ты читала кучу комментариев под твоим объявлением в Фейсбуке». Потом Хикс и ее сосед пошли в гараж, где в коробке сидел котенок. Хикс взяла питомца на руки и стала рассматривать. Его хвост был первой догадкой. Я знала, что у него был короткий хвост, когда поймала его, но я его особо не рассматривала. Конечно, есть кошки с короткими хвостами, но у этого хвостик был чуть заостренный и с белым пятном на конце. И потом он начал немного рычать. Поэтому я наконец сказала, что да, кажется, что это все-таки рысь. После такого неожиданного поворота Хикс написала новый пост на своей страничке в Фейсбуке: «Тот котенок, которого я нашла на дороге. Оказывается, я спасла рысь». Пост Джилл Хикс быстро стал набирать лайки и репосты и стал вирусным. Тем временем женщина поняла, что теперь котенка не стоит купать и тем более не стоит брать его к себе в постель. При этом она не хотела оставлять его одного на ночь в гараже, и тогда приняла решение ночевать там вместе с ним. Она, рысенок, оказался девочкой, пила очень мало и ничего не ела, но на утро все-таки съела кусочки тунца. Днем Хикс связалась с Джунипер Руссо, директором Центра спасения диких животных, и он забрал рысенка к себе. По его словам, котенку было от силы 7 недель. В центре рысенку дали имя Арвин и выявили у нее анемию. Сейчас котенку дают витамины и усиленное питание. Анемия у нее развелась, вероятно, из-за потери матери. Несколько дней ей будет нужна интенсивная терапия, но она уже сейчас хорошо себя чувствует. Я думаю, что она пробудет у нас до следующей весны, после чего ее выпустят обратно в дикую природу, в какой-нибудь заповедник. Тем временем Джилл Хикс говорит, что эта малышка навсегда останется в ее сердце, даже если она была с ней совсем недолго. Спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, поделитесь ей с вашими близкими и знакомыми людьми, а также не забудьте подписаться на канал.